На днях Дмитрия Рогозина все-таки сняли с поста начальника госкорпорации «Роскосмос». В 2014 году Рогозин писал в Твиттере, что променял бы все свои должности на то, чтобы оказаться в окопе на Донбассе. Ну что ж, сейчас наконец у него представилась такая возможность. Что-то мне подсказывает, что он ее не использует. Ну а у нас появился повод поговорить о том, кто такой Рогозин и какое место он занимает в российской политической системе. Дмитрий Олегович Рогозин родился 21 декабря 1963 года в Москве. Его отец Олег Рогозин в годы Великой Отечественной войны служил юнгой в Днепровской флотилии. После войны видный организатор оборонной промышленности и ученый, герой социалистического труда. Дмитрий Рогозин окончил школу с углубленным изучением французского, затем международное отделение факультета журналистики МГУ и экономический факультет университета марксизма-ленинизма. За время учебы он изучил 5 европейских языков. Рогозин мечтал работать в КГБ, даже прошел стажировку на Кубе. Но его туда, в КГБ, не взяли. По словам самого Рогозина, в органах уже работал его тесть, а в ту пору в Комитете госбезопасности как раз боролись против кумовства. Тем не менее, молодой Рогозин все же поработал на внешнюю разведку по линии Комитета молодежных организаций СССР. В перестроечные годы комитетчик Дмитрий Рогозин лично познакомился с многими общественными деятелями, которые начинали свою политическую деятельность независимо от КПСС. Их спектр был широк, от демократов до махровых националистов. Собственные взгляды Рогозина стали весьма эклектичными. Он был антикоммунистом и при этом восхищался личностью Иосифа Сталина. А живой интерес к конституционалистам и к умеренным левым он совмещал с ультраправыми взглядами. В 1991 году Дмитрий Рогозин почти что случайно стал активным участником защиты Белого дома во время августовского путча ГКЧП. В своих воспоминаниях он пишет, как сначала прикинулся французским репортером и так попал в самую гущу событий, затем его приняли за чего-то телохранителя, а потом Рогозина еще с кем-то перепутали и дали выступить с мегафоном перед огромной толпой. После пламенной речи защитники Белого дома на одном из участков обороны стали выполнять приказы Рогозина, хотя понятия не имели, что это вообще за человек. Но если Рогозина кто-то не слушался, то он, цитирую его воспоминания, применял избирательное насилие. Кстати, если вам интересно узнать больше о ГКЧП или о других событиях из недавней нашей истории, то можете купить мою книгу «История новой России». Там все это описано. Вот, например, о ГКЧП есть целая глава. Вот так вот выглядит ее начало. И там по каждому эпизоду у нас текст не очень длинный и картинка какая-нибудь нарисована. Такая вот книжка, в описании ссылка, заказывайте. Ну так вот, другие яркие страницы биографии Дмитрия Рогозина в начале 90-х. Кратковременное участие в вооруженном конфликте в Приднестровье, он был добровольцем, а также работа на руководящей должности в Российско-Американском университете РАО. В действительности эта контора не была учебным заведением, университетом, а еще не имела никакого отношения к США. Согласно статье в газете «Коммерсант» от 1993 года, университет от имени дочерней организации РАО «Корпорация» оказывал высококлассные консалтинговые услуги иностранцам, которые желали зайти на российский рынок. По воспоминаниям самого Рогозина, Российско-Американский университет занимался вообще всем подряд. Открытием частных лицеев и салонов красоты, перепродажей чего-то кому-то и даже наблюдением за космическими НЛО. В будущем Дмитрий Рогозин еще вернется к теме космоса, ну, вы знаете. Но в первой половине 90-х он решает посвятить себя националистическому движению. В 90-е Рогозин создает, а затем возглавляет общественно-политическое движение «Конгресс русских общин». Сейчас этим конгрессом руководит Алексей Журавлев, тот самый, который недавно предлагал уничтожить 2 миллиона украинцев. 10 лет, с 1997 по 2007 Рогозин был депутатом Государственной Думы. С 2000 по 2003 занимал должность председателя Думского комитета по международным делам. В Думе Дмитрий Рогозин по части эпатажа пытался конкурировать с Владимиром Жириновским. Например, на одном из заседаний он устроил стендап, в котором попытался высмеять грузинского президента Михаила Саакашвили. Какой есть секрет в Грузии? В Грузии есть только 5 секретов. Первый секрет – сколько воров в законе в руководстве Грузии.
Второй секрет. Какого цвета танки в Грузии, причем оба? На другом заседании Госдумы Рогозин торжественно объявил о голодовке и покинул помещение. Жириновскому, кстати, конкурент, перетягивающий на себя внимание, страшно не нравился. Он решил под видом политической голодовки, так сказать, попытаться спасти, так сказать, свое здоровье. У него из ушей уже ползет та жирная пища, которую он сжирает. Помимо Жириновского, политическими противниками Рогозина были президент Чечни Ахмад Кадыров, отец Рамзана Кадырова, и чеченские депутаты. Давайте говорить уж тогда обо всем откровенно. Здесь наш коллега, господин Шример, сказал о 18 тысячах без вести пропавших в Чеченской Республике. 18 тысяч. Как будто это показалось много. А мне, Владимир Анатольевич, это кажется мало. На всякий случай отмечу, что цитата прозвучала непонятно в каком контексте. Но в любом случае, с чеченскими политиками у Рогозина отношения были скверные. Кстати, в свое время Рогозин требовал уголовной ответственности для тех, кто выступал против войны в Чечне. Повеяло чем-то знакомым, да? В нулевые годы Дмитрий Рогозин стал основателем двух националистических партий. Одна из них, так и не получившая официальной регистрации, «Великая Россия», партия, известная в первую очередь благодаря своей экстравагантной униформе. Слева на фото нынешний глава Великой России Андрей Савельев. Кстати, в 2019 году, то есть в последний год перед локдауном, все эти великороссы в черных фуражках спокойно маршировали по моему родному району Щукино. Другим детищем Дмитрия Рогозина стала уже зарегистрированная партия «Родина». В 2005 году на выборах в Мосгордуму партия оскандалилась на всю страну благодаря своему агитационному ролику «Очистим Москву от мусора». Смотрите осторожно. Понаехали тут. Подними и бери с собой. Ты русский язык, понимаешь? Очистим наш город. За эту ксенофобскую выходку «Родину» с московских выборов сняли. Однако нынешний председатель партии «Родина» прямо сейчас сидит в Госдуме. Это тот самый персонаж, который предлагал уничтожить 2 миллиона украинцев. В апреле 2007 года в Москве прошел один из крупнейших оппозиционных митингов – Марш несогласных. ОМОН разогнал протестующих с беспрецедентной на тот момент жестокостью. Избивали даже журналистов, разбили голову японскому корреспонденту. В столицу нагнали ОМОНовцев аж из дальних регионов. В другом месте, на Болотной площади, в то же самое время на другом митинге перед своей специфической публикой спокойно выступал Дмитрий Рогозин. Я прошу поднять руку всех тех, кто считает себя русскими. Здравствуйте, русские люди! Удостоверившись в главном, что тут есть русские, депутат Рогозин призвал разбомбить Эстонию. Благодарная публика, на ходу развивая тему, откликнулась предложением бить чурок и жидов. Русские марши и другие митинги ультраправых для депутата Рогозина были естественной и даже любимой средой обитания. Часто аудитория приветствовала зажигательные речи политиков, скинутой вверх правой рукой. Жест сильно похожий на зигу. Но в отличие от несогласных, от либералов вроде Михаила Касьянова, всех этих милых ребят московская милиция не трогала. Это наш город. Москва – русский город. И мы должны каждый раз, каждый день, каждую секунду думать об этом. Если мы не будем себя уважать, то почему другие должны нас уважать? Слава России! Есть целый раздел конспирологии про личные отношения Дмитрия Рогозина и Владимира Путина. Вплоть до того, что их, дескать, сблизила общая любовь к правому русскому философу Ивану Ильину. О личном общении с Путиным Рогозин мимоходом упомянул еще в 2003 году. Вот до сих пор у меня внутренние какие-то сомнения. Он говорит, даже в личном общении, абсолютно правильные вещи. Все, что он делает, прямо противоположно его собственным словам. Возникает впечатление, что власть ничтожно слаба, и поэтому всякого рода мразь заполонила все эшелоны этой власти.
В нулевые годы Дмитрий Рогозин вроде как оппозиционер, критикующий Путина, но критикующий со своих особенных позиций. Его возмущает, что в окружении президента были и даже остаются так называемые системные либералы, такие как Касьянов и Кудрин. От всех них Рогозин призывает раз и навсегда избавиться. По его тогдашним словам, Путин должен сделать выбор в пользу русского народа. При этом в 2004 году Рогозин был замечен на Первом украинском Майдане. Что он там делал, непонятно до сих пор. В 2006 году Рогозин двусмысленно посвящает свою книгу «Враг народа» президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В ответ Дмитрия Олеговича Рогозина разочек мочат в прайм-тайм по Первому каналу. Даже с Гитлером сравнивают. Вот посмотрите. Скинхед Андрей идет в политику. Путь нее начинается отсюда, с дверей приемной Дмитрия Рогозина в штаб-квартире партии «Родина». Выступление установился 128 Заявление о вступлении в Родину Андрей пишет в полной экипировке. Координатора партии не смущает ни тяжелые армейские ботинки, ни фашистская символика. Позже дома у Андрея становится понятно, почему теперь и для него есть такая партия. Это сразу видно, что лицо волевого человека. Это не какая-нибудь там... Посмотрите на подбородок. Это просто новый вождь. Удивительным образом, ни эта публичная выволочка, ни любовь Рогозина выступать перед откровенными неонацистами никак не помешали взлету его карьеры. С 2000 по 2003 год он председатель Комитета Государственной Думы по международным делам. Это одна из самых жирных должностей в Нижней Палате парламента. С 2002 по 2004 год Рогозина назначают специальным представителем президента по проблемам Калининградской области. Он занимается вопросами транзита людей и грузов между Калининградом и остальной Россией через Литву. Сейчас, как вы знаете, эти вопросы вновь в повестке дня. В течение нескольких месяцев должность спецпредставителя президента Рогозин совмещает с позицией заместителя председателя Государственной Думы. За рубежом он возглавляет российскую делегацию в парламентской ассамблее Совета Европы. Причем прямо в ПАСЕ Рогозин публично заявляет, что России в Совете Европы делать нечего. Тем не менее, ему удается вернуть России право голоса, ранее отобранное в связи с событиями в Чечне. С 2008 по 2011 год Дмитрий Рогозин был представителем России при НАТО. Там он тоже эпатажничал, однажды привел прямо в штаб-квартиру НАТО казачий хор. Хотя тамошним чиновникам этот перформанс даже понравился. Веселье в главном конференц-зале НАТО дошло до того, что в пляс пустился даже спецпредставитель генерального секретаря Альянса Роберт Симмонс, не отличающийся богатырским здоровьем. Знал бы он, чем это для него закончится. Когда чиновнику вручали традиционную бурку и папаху, то по старинному обычаю отхлестали бедного нагайкой. В 2011 году Владимир Путин, на тот момент премьер-министр России, делает Рогозина своим заместителем. Очевидным образом, какие-то особые отношения между ними были. Заместителем председателя правительства Рогозин пробыл до 2018 года. Он тогда курировал военно-промышленный комплекс и космонавтику. Потом Рогозина назначили главой Роскосмоса. В советские годы в отечественной космонавтике действовал принцип: руководить этой архиважной отраслью должен генеральный конструктор, а не профессиональный управленец. Тому было две причины. Во-первых, считалось, что только технический специалист способен понять все тонкости космонавтики, и что никакие организаторские способности без наличия профильного образования здесь не помогут. Сергей Королев, Василий Мишин, Валентин Глушко все они были не только менеджерами, но и конструкторами ракет. Во-вторых, такая система давала мотивацию молодым инженерам. Чисто теоретически они могли тоже дорасти до высших руководящих должностей. В новой России сложился другой принцип. Разработчики космической техники отдельно, менеджеры отдельно. Инженер может дорасти максимум до начальника стола и графина, а командовать им будет все равно менеджер, которому даже не обязательно уметь читать чертежи. В 2018 году таким менеджером стал Дмитрий Рогозин. Справедливости ради, однако, надо отметить, что помимо докторской работы по философии на тему судьбы России и русских, у Рогозина есть и звание доктора технических наук. Однако вся предшествующая биография экс-главы Роскосмоса говорит о том, что сложная техника была для него отнюдь не главным делом жизни. Одним из символов эпохи Рогозина в российской космонавтике стал печально известный космодром «Восточный». На строительстве объекта были расхищены миллиарды рублей, а строители, вынужденные работать без зарплат, объявляли голодовки.
Количество уголовных дел, возбужденных по поводу долгостроя, многократно превышает число запущенных с космодрома ракет. Да, возведение Восточного началось еще до того, как Рогозина поставили во главе Роскосмоса. Но до этого именно он курировал стройку в качестве вице-премьера. Кстати, несмотря на то, что объект уже эксплуатируется, строительство не завершено до сих пор, а сроки окончания работ переносились бесконечное количество раз. Когда некоторые задают вопрос, а когда же вы наконец построите космодром Восточный? Отвечу так, то он всегда будет строиться. Дмитрию Рогозину ставят в заслугу рекордное количество успешных пусков, более 80 подряд. Такого в нашей истории не было никогда. Он достойно повел себя в деле журналиста Ивана Сафронова, выступил в его защиту. Но на этом аргументы сторонников Рогозина заканчиваются. Россия стремительно сползает вниз в рейтинге космических держав. Мы не будем углубляться в технические детали в этом видео. Правильно ли было делать ставку на разработку ракеты «Ангара» или следовало вложиться в развитие «Протона»? Что очевидно для любого неспециалиста, так это то, что у главы Роскосмоса в принципе не было никакой стратегии. Правый популист, он и в космосе правый популист. Он, словно Манилов или Остап Бендер, способен очаровать самого себя и окружающих грандиозными планами. Россия планирует миссии на Марс и на Луну. Венера, по словам Рогозина, это вообще русская планета. Планов громадье, но весь расчет на то, что к назначенным срокам о них никто не вспомнит. А если и вспомнит, то какой спрос с Рогозина? Он уже не при делах. Хотя разочек Рогозину все-таки припомнили его смелые реплики. Еще в 2014 году он посоветовал американцам доставлять своих астронавтов на МКС на батуте. Через 6 лет Илон Маск ответил: американский батут работает. The trampoline is working. That's right. Yeah, it's an inside joke. I know what you're Inside joke, yeah. В 90-е была такая знаменитая реклама Спрайта «Имидж ничто, жажда все». Так вот, принцип работы Рогозина прямо противоположный. Карьера Дмитрия Рогозина подобна американским горкам. Куда его только не заносило, как только не переворачивало. На каких только сценах и государственных постах он не побывал. Но на каждом повороте Рогозин оставался верен себе. Главное – это работа на собственный имидж. Кто такой Рогозин? Это защитник русских людей, конкурирующий в этом деле с самим Жириновским. Это Рэмбо с пулеметом наперевес. Рогозин – это мастер стрельбы по-македонски в стиле робота Федора, которого как раз недавно запустил в космос. Для Рогозина важнее всех космических программ имиджевый проект по выпуску якобы первого в истории художественного фильма, частично снятого на орбите. На самом деле такой фильм первый сняли еще 40 лет назад. И когда бывший космонавт Сергей Крикалев, один из последних профессионалов в отрасли, который, мягко говоря, не жирует, начал критиковать решение руководства в лице Рогозина его просто уволило. Генеральный конструктор Сергей Королев очень ценил людей, готовых ему возразить. Ну, а политик-популист Рогозин, волею судеб, оседлавший космическую ракету, напротив, таких людей устраняет. Проблема в том, что и популисту нужна обратная связь. Рогозин чувствовал настроение своей аудитории, когда выступал перед ней со сцены, будь то защитники Белого дома или скинхеды в черных одеждах. Но добравшись до космоса, Рогозин совсем потерял связь с Землей и людьми. Если что и объединяет либералов и коммунистов, конституционалистов и националистов, так это желание отобрать у Рогозина Твиттер. В своих вечных перепалках с Илоном Маском Дмитрий Рогозин смешон. Он смешон в попытках поиздеваться над достижениями американской космонавтики. Космическая гонка с США в исполнении Рогозина – это не конкуренция между американскими и российскими марсоходами. Это попытка ответить на американский марсоход, который по-настоящему катается на Марсе, своими неумными шутеечками в социальных сетях. Причем уровень этих шутеечек прям пропорционален уровню представительства России в космосе. Илон, слезай с унитаза, тогда и поговорим. Судя по аватарке, ты педик. Это все цитаты наследника Сергея Королева. Сергей Павлович и Юрий Алексеевич, простите, мы все. В офлайне все иначе. Почти все международные проекты разорваны, российской космонавтике не хватает комплектующих, о чем еще до начала войны говорил сам Рогозин.
Когда у нас сегодня говорят о том, что Роскосмос вывел космических аппаратов меньше, чем Америка, отвечаю на вопрос. У нас ракет более чем достаточно. Выводить нечего. Потому что стоят космические аппараты, практически собранные, но в одном, другом, третьем. Просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается нам никаким образом к закупке. В этой связи мы разворачиваем работы по производству этой микроэлектроники. С началом же войны главе Роскосмоса остается лишь фантазировать о том, как канцлера Шольца проведут по Москве, словно пленного немца. О том, как сам Рогозин поучаствует в поимке врагов народа. Даром, что ли, он мечтал о КГБ. Сегодня идет война за освобождение не только Украины от нацизма. Сегодня идет война за освобождение России от той гнили, которая сейчас проявила себя предательским образом. Ну а о чем еще мечтать главе Роскосмоса? О звездах, что ли? Что ж, сейчас у героя сегодняшнего ролика стало больше времени на творчество в социальных сетях. Но это только до нового назначения. Что-то подсказывает, что в путинской системе такие люди не пропадают. До завтра. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, поле, каждый колосок. Речка, небо голубое – это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я.